Ситуация такая. У нас должен быть вылет в 2:30. На табло уже вышло время даже до 5 утра. А нашего рейса нигде нет, поэтому мы срочно бежим узнавать все везде. В общем, чел, который сейчас нас ведет, какой-то странный. Поэтому мы идем сейчас за ним. Он нас отправит на терминал. Полетели. Эрван очень спешит. Видно, у нас просто время сейчас 5. По идее в 2:30. Все равно двигаться надо. Почему-то его нет. Вот. А еще я совершил большую ошибку, потому что я не взял переходник на телефон. А так бы у меня был идеальный микрофон, и меня было бы очень хорошо слышно везде. Хоть бы я, как говорю, хоть тихо, хоть громко. Поэтому я буду говорить громко. Я только что обрабатывал видос, меня там почти не слышно на первом. Ну, ничего страшного, второй будет получше. Так. Сидит. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? В общем, мы идем искать информаторов. Какой я умный даже у тебя. Все-таки мы не на том терминале. Мы на втором, а надо нам на третий. Оказалось. Хотя это странно. Да? Ну, Это вроде странно. F, зона F, а мы в другом месте. Я надеюсь, мы вернемся, нас вернут, договоримся как-нибудь. В общем, чел, который сейчас нас ведет, какой-то странный, говорит, в аэропорту вообще снимать нельзя, удаляй. Я удалил сейчас видео, последнее, которое написал. Вот. Поэтому мы идем сейчас за ним, он нас отправит на терминал 3. Мы вообще не туда приехали и сидели здесь часа 4. Вот. Нас отправили с другой стороны. Сейчас разбираться будем. Как здесь тепло на улице, я замерз. А что нам откроешь? Откроешь. Вот. Все, у нас личный автобус до терминала 3. Пати-бас здесь, даже вот пилоны есть. Вот так рисуют на них, наверное. Здесь у нас самолеты различные, техники. Пока что все вот так. Приехали покататься в аэропорт Дубая. Да, это мы, заблудившиеся туристы. Сейчас будет вот так полный круг до той части. То есть мы полностью все будем объезжать в подвалах, в подземных тоннелях. Вот так мы и будем сейчас передвигаться. Если интересные факты затрагивать. Дубай один из самых быстро развивающихся городов. Здесь 77% иностранцев, которые работают на обычных работах. Пакистанцы, да. Остальные мажорики кайфуют. Мусульманская страна, где женщин возят отдельно, насколько я знаю. Мужчин отдельно автобусы, но, конечно, в аэропорту не так, для всех все одинаково. В общем, мы едем. Дальше еще дороги. Да. Алло. Да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Че с деньгами? Че? Куда ты звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну тебе. Кому тебе? Короче, чтоб вы понимали, это как будто бы ты лежишь у себя дома, у тебя кондиционер там на 22, на 23, так с холодком. Выходишь на улицу, самый жаркий день лета, и просто разница вот такая. Делаешь. У меня пролет. Прокуратура. Я вот подумал, что будет реально смешно, если здесь запрещено законом снимать, но это все равно выложу. Да. Сюда, да, там?
Нет, тут посмотрим, что. Я запутался. Тут показывает F, А, Д, Ф туда. Мы пришли туда, показываем свой пас. Нам говорят, идите наверх. Но наверх только Б и С. Как это так? У нас F-зона. Мы заблудились. Это как страшный фильм, знаешь, тут все перестанавливается, все максимально похоже, но мы не знаем, куда идти, как выбрать. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае. Все, пойдем дальше. Походу мы вышли туда, куда надо. Наконец-то! Еще 5 часов ожидания. Что там у него в голове? Южное веселье ждет нас. Кэнди, Берри Белл. Туда идем. Hello, Ника. Soldier Boy Tough. Вон туда. И вот почему так не везде? Хотя, наверное, суп будет не так, как здесь, не знаю. Мы наконец-то прошли дальше. Надо сейчас разбираться, куда нам топать. В общем, Ирлан не хочет покидать Дубай. Говорит, я останусь здесь, а нам все же надо идти вон туда. Мы зашли именно в тот самолет, который Ирлан хотел. И мы сейчас идем на свои места. Стой, мы уже прошли. Нам надо 47С, да? Да, наверное. Сейчас мы медленно отъезжаем, мне пришла в голову мысль, я как будто бы здесь уже жизнь прожил в этом аэропорту. Просто приехал, как будто бы... Ну, прям так, прям, как будто это. Как будто прям. Еще и отдохнул здесь, но не физически точно. У нас был отдельный отдых, еще и в аэропорту. Просто мы сели, прошло часов 5. Скоро мы уже долетаем. Вот эта точка. Нас там должны встречать. Скоро будет операция «Поймай багаж». Будем его ловить. Прошли загадочные лабиринты стульев, и нам дали вот такие вот бейджики. Спросили, куда мы, хватаю, вот. А еще здесь очень много медиков, и они нас будут, наверное, проверять. За проверкой всех документов, проверка температуры, запись. Здесь с ковидом не церемонятся, они бьют его прямо в лоб. Вот так вот. Наверное, основную мы прошли, вот я Ирлан дождаюсь, забираю все документы, весло, и мы двигаем дальше. Похоже на сторожевую камеру в Киберпанке, огромная такая. И сова, и мать с ребенком, и петушок, Слава! Прошли мы 4 проверки одного и того же. В самом конце только у нас биометрические данные взяли, да, лицо просканировали, все. А так мы реально 4 раза одни и те же документы нам смотрели. Кого-то мы кого-то убили. Ищи мой чемодан, чемоданчик мой. А вот и он, походу, чемоданчик мой, да. Со скотчем. Фирменный. Я жалею только об одном, что у меня нет переходника для петлички. Сейчас бы такой звук был, такой звук. Где наши мастеры? Да, сейчас нас будут встречать. Вот выход С. Вроде здесь все люди. Там никого, поэтому мы идем сюда. Hotel name, the hotel name. Hotel, I don't know. Ambassador City. Kayak. Yeah? Kayak. И мы выходим на улицу, здесь настолько влажно и душно, что я как будто сидел в самой маленькой закрытой комнате с 10 людьми полдня и не открывал ничего. Вот настолько здесь душно. Спакуют сумки, напрызгивают.
Да, здесь у нас пробка образовывается из-за нас, но что поделать. Напоминаю, машина какая-то машина, ладно. Мы садимся. Камры 3.5, Камры 3.5. Любви достойна только мать и Камры 3.5. Камры 3.5, Камры 3.5. Любви достойна только мать и Камры 3.5. Походу любят у них огромные баннеры, вон еще один. Мага, куда ты так? Я тут по салону. Куда не делай это, Мага! Ой! Вот, мы думаем, ему не близко так сидеть, он, вот, наверное, максимально отодвинут, потому что здесь стекло они поставили, ну и пластик. Здесь резину, да, близко сидеть. Бедолага. Из-за нас такие неудобства. Ладно, из-за ковида такие неудобства. Чуть. Влад погнал. У меня сначала сломался мозг, едем мы по левой стороне, а по правой едут туда. Ну вот так тут и живут. И вроде это наше здание. Уже отель подъехали. Сейчас будем разбираться. Ага. Мы на месте. Забираем все и двигаем. Smoke the shit. Это новый, ладно, не новый уже трек Руслана Эй Боба. На ресепшн двигаем. Здесь столько всего, пока нам объяснили, у меня уже вон вся папка жирная, она не помещается, не закрывается, еду дали с собой. Я ее так поставил, потому что некуда было. Здесь мы разбирались, куда ехать. Ну, вроде вот, нашли. Сейчас посмотрим. Полетели. Ищем мы свой номер. Чего? Слушай, я не туда ловлюсь. Вроде туда. Еще раз, как будто бы никто не видел. Стойка открывается. Бум. Дальше. Здесь у нас две кровати, которые я, наверное, совмещу. Здесь окошко. Конечно, не повезло мне с окном, со стороной, я имею в виду. Так сидеть. Не знаю, видосы тянутся, мой разговор тянется, моя речь. А мне надо только поспать. Все, полетели. Бегу к Ирвану с едой, резинкой. Живет максимально далеко. А еще здесь настолько важно, что ты просто находишься на улице. Ты даже не на улице, в помещении. Снизу мы стояли. И ты просто начинаешь потеть. Даже в одной футболке. А к этому моменту... О! А почему так? Они все шли вниз. Резко пошли вверх. Вот комната. Залетаем, смотрим. Ничего себе у тебя тут. У меня попроще будет. У Ирвана здесь все. Я здесь остаюсь жить. Вы на это посмотрите только. Апартаменты, да? Мы здесь не контактируем ни с кем. Нам приносят еду, стучатся в дверь, уходят, мы ее забираем, съедаем и вот так вот, как вы видите, на столиках специальных оставляем. И это мой номер. 3 hours later. Я только поспал. Ставил будильник на час вперед и каким-то образом поспал 3 часа. Я его выключил во сне. Ну ничего страшного. У меня еще есть время. Да. А здесь? Что же здесь?
Здесь красивые виды. А еще здесь все не шутки. Мы берем старый контейнер, ставим его вот так, открываем дверь, достаем. И все. Продолжение банкета. Ну, это та же самая еда. А может, нам дали просто ужин и сейчас дали снова ужин. Ну ладно. Не жалуемся. И я здесь вообще не понял, как пристроить вот этот вот чайник с минимальным штекером, который вообще никуда не растягивается, и поставил его вот так вот балансировать. Теперь он у меня акробат, и он вариативный. Возможно, здесь есть где-то еще поближе эта розетка, но что-то я вообще не вижу. О, шипит. И вот второй видос скоро вылетит с нереальной скоростью в сеть, так что следи за тем, что будет дальше. Я показал только прилет, пару моментов по ковиду. Завтра, ладно, не завтра, может и завтра буду продолжать снимать, делиться новой информацией по поводу карантина, что здесь творится. А ты можешь поставить лайк, подписаться, потому что я вроде ютубер, мне это вроде надо. Все, следи за новым контентом. Пока.